Добрый вечер всем, здравствуйте. Рада вас всех видеть. Да, решила сегодня выйти с такой темой, то есть тема именно Таро, потому что как раз вот в последнее время стало что-то у нас проявляться. Очень много вопросов по этой теме, поэтому, пожалуйста, если хотите, будем сейчас разговаривать. Да, не хочу длинный сильно эфир, так немножко посидим. Смотрите, то есть просто сейчас пока все собираются, я смотрю, да, у нас 17 числа будет опять медитация, весьма неплохая. То есть там вот как раз по крадникам, да, то есть поэтому можете добро пожаловать, кто хочет. То есть это не вебинар, это медитация, будем чиститься. Вот. Добрый-добрый вечер еще раз, рада вас всех видеть. Так, друзья мои, давайте по картам Таро немножко пройдемся, то есть поговорим на эту тему, потому что почему-то у всех какой-то, я не скажу, что страх, да, но вот, ну не у всех, да, тот, кто занимается Таро, естественно, даже такое не скажет никогда. Но вот, какое-то, знаете, такое отчуждение. То есть почему-то есть вот эта вот проблема, что начинают обожествлять карты. То есть там спрашивают, нужно их заряжать или нет, понимаете, вот эти вот вещи. То есть прежде всего, всегда, я говорю об этом всегда и повторяюсь, и буду повторяться. Смотрите на карту, на карты, именно на Таро, вообще на любые карты, как на средства работы. Вот, это под ключ к вашему подсознанию. То есть это то же самое. Вы же, когда вот пишете ручкой, вот я всегда это сравнение с ручкой даю. Вы же не обожествляете ручку, она переносит ваши мысли, она дает вам легче как-то вот потом, чтобы перечитать, пересмотреть, да, все вот это вот. Она дает вам как раз работу. Понимаете, то есть она дает вам не работу, неправильно я выразилась, а именно дает вот этот вот контакт с вашим подсознанием, то есть вы выплескиваете свои мысли. Здесь то же самое. То есть второе является так называемым проводником, грубо сказать. То есть оно дает определенную подключку к вашему сознанию, подсознанию, вернее, подсознанию именно. Понимаете? То есть вы их берете для того, чтобы как раз, ну, для того, чтобы вот именно подключиться более проще, более легко. Потому что одними просмотрами, то есть если кто у меня ясновидящий, вы знаете, как это тяжело бывает, когда особенности большое количество людей. И вы берете карты для подтверждения, то есть вот именно для подтверждения чаще всего. Вот, теперь, вот особенности, кстати, боятся именно ам, Таро Тота, да, Кроули. Да, слушайте. Но вы знаете, то есть я вам сейчас скажу так, то есть Таро к нам пришли, то есть того же Райдера Вайта, да, вот эти вот Таро, то есть они были первоначальными, считаются первоначальными, но все равно они пришли немножко не оттуда. То есть это все равно те самые игральные карты, как мы называем, да, по-простому, и вот просто немного переделанное все это. То есть добавлены эти арканы, да, там немножко изменено, но принцип тот же самый. При этом, понимаете, эти люди, они у нас были где? Они у нас были в секте все, да, то есть прям все эту секту знают хорошо. То есть и якобы оттуда никто вам ключи, именно настоящие ключи бы не дал никогда. После вот этого именно анализа, то есть полного анализа, одно дело изучать, как вот прописано, да, другое дело это все-таки более глубоко уходить и изучать именно Таро, когда ты вот уходишь глубоко, то есть понимаешь там, что здесь вот там со стихиями соединение идет, здесь нумерология идет соединение. Но я вам скажу так, то есть особенности Таро Тота, да, так называемого, я говорю, почему-то его все боятся, но это смешно просто. Вообще неправильно, в принципе, очень много вещей там заложено, очень много. И, естественно, он скопировал у Райдера, да, то есть само Таро было написано гораздо позже, то есть тоже было позже написано. В том виде, в котором оно к нам пришло, оно вообще чуть ли не в современном мире только так развилось, тоже, чтобы это понимали. И то его раскрутили, по-простому говорю, раскрутили на то, чтобы написать сначала книгу, а потом уже пришло у нас вот Таро. Писал не он, писала его знакомая. То есть, и если вы проанализируете те же самые даты, например, кровли, его дата рождения и все остальное, да, вы поймете, что человек практически не был связан вообще с эзотерикой. То есть, и еще вот проанализируйте, пожалуйста, почитайте о его жизни. То есть, что это все-таки за человек был? То есть, человек, который всегда гнался за материальным очень сильно, это одно. Который именно в нужное время родился, когда вот пользовались успехом там медийные, ну, медийные говорю, пользовалась успехом вся вот эта эзотерическая там суматоха.
То есть все пытались очень так серьезно уйти в какие-то вещи, то есть не изучая толком, да, вот обращались там к определенным практикам, там, связи с потусторонним и всем остальным. Но опять же, если вы посмотрите, то есть он вот в это время родился, то есть очень-очень удачно. То есть поэтому он мог сделать культ такой огромный достаточно, как вот говорили, что он сатанист и все остальное. Это был культ тоже определенный. Это был создан эгрегор на самом деле, то есть который вот как раз это развивалось все. Но опять же, я говорю, если вы посмотрите карты, то есть карты достаточно вот Таро, то-то, если их изучить, они извращенные. То есть посмотрите внимательно на них, особенно тарологи, да, не учите вот там глупо, тупо, вот просто там название, все остальное. Вы изучите сами рисунки, изучите сами карты. То есть там много очень извращенных вещей на самом деле, плюс несочетание, опять же повторюсь, у нас стихии, абсолютное несочетание, то есть здесь я прям вот 100% говорю. И также у Райдера, да, то же самое. Хотя, смотрите, если мы берем Райдера, вроде бы так красиво все нарисовано, да, там все вот такое вот, там пасторы, там кресты, ангелы и все остальное. Но опять же, какое тут сочетание идет Таро, да, вот если все боятся это Таро, а тут вот все такое якобы святое, но тоже как-то смешно немножко. И точно так же идет неправильное сочетание. Неправильное сочетание нумерации, именно неправильное сочетание у нас стихии идет, то есть там очень много ошибок. Еще раз повторюсь, никто вам не даст настоящие ключи вот этих карт. То есть были ли они там вообще, вот это под вопросом. Сейчас мы, конечно, работаем над этой темой, очень интересная тема, то есть мы пытаемся изучать вот немного по-другому, с другой стороны заходим. То есть, чтобы вы тоже это понимали. И еще раз повторюсь, не надо, мои хорошие, не надо вот просто бояться, да, то есть, что вы вот прогадайте судьбу. Нежелательно, конечно, лишний раз. Зачем смотреть, что у тебя будет там каждый день, да, завтра, послезавтра или что еще? Для чего это надо? Неинтересно жить становится, скучно. Потому что вы потом идете на управление, то есть вами начинают управлять. То есть вот кинули, да, даже не читая того же, не знаю, как правильно, кинули, вот увидели что-то там, вам показалось что-то не так. Что вы делаете? То есть вы идете на поводу, вы пугаетесь где-то. Вот зачем? То есть надо сначала научиться совладать с собой, научиться своими внутренними чувствами совладать. И только потом что-то учиться просматривать. Вот еще я почему еще говорю, советую, вот именно изучать Таро, да, глубоко изучать Таро. Почему я советую? Тем, кто хочет начать видеть хорошо. Потому что, опять же, они работают с вашим подсознанием, то есть вы на них передаете. То есть передаете ту информацию, чтобы вам было, опять же, легче просмотреть что-то. Вот. И за счет этого как раз открывается какое-то видение. Если вы, например, не занимаетесь биоэнергетикой той же самой, да, то есть либо медитацией, то есть через Таро можно вот эти вещи какие-то вот сделать, то есть именно что просмотреть. Поэтому этот страх просто, он, ну, он не имеет под собой почвы абсолютно никакой, абсолютно никакой. Вот просто вот запугивание вот со временем, да, все вот это вот, то есть, ну, здесь даже бояться нечего. Или же, когда мне там спрашивают, когда у меня там приходит кто-то, да, ой, можно твои карты взять? Да ради бога, потому что точно так же ты можешь взять у меня книжку, ручку, бумажку, все что угодно. Вот, это просто вот к этому моменту, то есть, чтобы, я говорю, не было у вас страха. Обратите внимание, еще раз повторюсь к тому, что, я извиняюсь, я немножко сейчас сумбурно, потому что сейчас разговаривала с людьми, немножко там, я немного сейчас, как еще в тему не вошла полностью. Посмотрите еще раз вот именно биографии Райдера, Таро, этого Кровли, вот посмотрите, пожалуйста, Вайта, вот эти вот все посмотрите. То есть, насколько я говорю, люди, там, Райдер и Вайт это одно, да, а вот насколько вот Кровли, которого все прям боятся, и все везде вот это вот, что-то, это сатанинские карты, да, насколько это глупо. То есть человек был наркоманом, человек был извращенцем, ну это по-простому на самом деле. То есть человек все время гнал за деньгами, да. Когда деньги ушли родителей, что он стал делать? Да, он стал искать какую-то нишу. Выкинули его из этой секты так называемой, да, то есть стал создавать свою, то есть опять же стал притягивать. Плюс вы посмотрите, какие у них там девизы были в этой секте. То есть, ну, блин, ребят. Ну. Теперь дальше. То есть вот это вот к этому моменту. Поэтому не нужно бояться то, чего нет. Не надо этот страх, то есть вот в себе растить. Если вы будете бояться, так зачем вообще этим заниматься, понимаете? То есть не нужно этого делать. Вот, Ленорман, прекрасные карты, то есть тоже вот сейчас вот у нас были вот эти 5 ключей Ленорман, да, которые мы разбирали, да, который у нас вот вебинар был. Опять же, то есть очень много там, вот Ленорман само, то есть те картинки, которые к нам дошли, это тоже это гораздо позже все созданное. То есть это все равно были вот эти вот
первоначальные карты, то есть где у нас там пики были, тузы были и все остальное. То есть с этого все равно все начиналось. И у Ленорман тоже это было. У Ленорман не было рисунков, как мы сейчас знаем. И опять же, то есть вот дошли до того, что оказывается несоответствие значений вот этих вот игральных карт, да, пики, тузы и все остальное с этими картинками, которые там есть. Тоже такое же есть. Поэтому я говорю, не пытайтесь что-то там ассоциировать с чем-то, то есть или пугаться чего-то. И когда начинаете изучать карты, то есть возьмите для себя, возьмите свои значения еще. Что для вас какая карта значит. Вот это вообще самое лучшее будет. Вы будете видеть, вы будете чувствовать, вы будете понимать тогда. Не пытайтесь озубрить, ни в коем случае. Опять же, потому что повторюсь, что карты в том виде, в котором мы их знаем, они совершенно не соответствуют тому, что есть на самом деле. И все таро, которые сейчас создаются, у них все равно идет единый так называемый план, да, то есть они идут по одной линии. То есть там есть старшие арканы, есть младшие арканы, все. То есть там просто разные рисунки, что-то кто-то добавляет от себя, но кто-то вообще намешивает все подряд, туда кидает. Но принцип тот же самый. То есть если вы изучили Райдера или Кровли, то есть, то вы уже 100% будете знать все остальные. То есть ничем они не отличаются особо. Вот. То есть вот, ну, это к этим моментам. Я говорю, зря переживайте там, где не нужно переживать. Потому что почему-то у всех сразу, когда я говорю, если ты не можешь заниматься биоэнергетикой, если тебе не заходят медитации, те же самые там открытие каких-то каналов ты не можешь сделать, да, то есть что нужно сделать, значит, начни хотя бы с карт. Самое элементарное. То есть тогда ты начнешь вот эти вот каналы как-то раскрывать, то есть для себя потихонечку действовать. Вот так вот. Так что, пожалуйста, перестаньте паниковать там, где не надо. Вот и все. Вот так. Сейчас мы немножечко... Я расстроена? Нет, я не расстроена, я уставшая. То есть вроде бы только вторник, я уже подустала. Честно говоря, надо отпуск уже. Вот. Расстроена? Не это. Я просто заторможенная немного. Так, сейчас. Любовь. Эгрегор– это энергетический сгусток, в который туда идут наши мысли. То есть смотря для чего он создается и как он создается. Вот есть эгрегоры церковные, да, то есть намоленные так называемые. То есть это посредники между теми силами, которыми напрямую бы нужно было бы действовать, да, вот именно к этим. Есть разные эгрегоры. Есть эгрегоры деньги и все остальное. Ребята, столько сейчас везде информации, то есть это так просто, все просто открыть интернет и почитать. Там все хорошо расписано, очень легко, просто. Я тоже работаю только со старшими арканами на самом деле, только со старшими, потому что младшие для меня вообще не нужны. То есть для меня это прилагательные, которые для меня только лишний мусор. Опять же, я беру карты для подтверждения того, что я вижу. Понимаете? Либо если у меня уже полный перегруз, что все уже вот blackout, да, потому что когда у тебя проходит там от 8 до 12 человек в день, то есть к вечеру достаточно тяжеловато бывает, то тоже беру карту, но и то все равно рисунки-то идут, картинки идут, то есть все это идет, поэтому это тоже точно так же для подтверждения. Вот и все. Так. Сейчас, мои хорошие. Добрый вечер, Лилия. Пару лет назад увидела оракулы полной луны. Увидев эту колоду карт, поняла, что мне нужно двигаться в этом направлении. Хорошо, Кать. Видишь, для себя вы сразу определили, какие вам карты надо. Вот и все. Просто я говорю, вот для первоначального, для изучения лучше всего и проще, это у нас вот как раз Райдер Уайт и Кроули для изучения, для движения. Так, правда, если у человека есть дар видения и его не развивать, то дар может пойти во вред. Конечно, то есть вам дали огромный-огромный подарок, родовой подарок, возможно. То есть высшие силы дали для того, чтобы вы пришли в этот мир не просто так, а для того, чтобы принесли пользу. А вы этим не пользуетесь, конечно. Команда Икса, ну, очень хорошая тема, конечно, про попугая. Почему многие не рассматривают перевернутый аркан? Не знаю, почему не рассматривают. Я рассматриваю все, то есть потому что они действительно значение имеют и так, и так. То есть положительное и отрицательное. Да, я всегда рассматриваю. Так, нам очень важно ваше мнение, поэтому к вам обращаемся с праздником всех. Да, кстати, сегодня 14, да, всех с праздником влюбленных, кто в это верит, вот именно в этот Валентинстаг. Насчет вещих снов. Вот мы сейчас опять отклоняемся от темы. Давайте-ка немножко к картам все-таки вернемся, если у вас есть по ним вопросы. Вещи сны сейчас у всех. Сейчас все видят, абсолютно все, и всем снятся сны. То есть в какой форме это уже зависит от вас. Спасибо большое, Кристина.
Давайте, друзья мои, немножечко, я говорю, я не хочу сильно долго задерживаться, просто немного касается этой темы. Кстати, вот если мы берем еще карты, да, то есть вот, к примеру, вот этот вот германский оракул, то есть мне он очень нравится, потому что они очень разговорчивые, то есть одно значение имеет тысячу, скажем так, то есть одна карта имеет тысячу значений. Чем еще хорошо, когда стали анализировать, то есть тоже идет вот здесь вот как раз правильность, совпадение той же самой нумерологии, вот понимаете, то есть совпадение нумерологии именно с картами, то есть там совершенно нет арканов. То есть они такое более шикарные, то есть их 80 с лишним там. И глубина, очень большая глубина, то есть вот по ним как раз можно разговаривать. Там одну карту можно взять и все, рассказал все, как говорится. Но я с ними работаю только вот когда прогнозы веду. Вот и все. Так, вот, ну, давайте. Что вы хотите знать вообще по Таро? Вот именно там мы сейчас значения, естественно, не будем рассматривать ни в коем случае. И, кстати, меня немножко всегда удивляет, я, возможно, сейчас кого-то обижу даже, это когда делают вот школы Таро и растягивают на 10 занятий, на 20 занятий, понимаете? То есть все значения можно дать за одно занятие. И то при этом, смотрите, то есть обязательно заставлять человека видеть. То есть человек, например, когда раскладываешь на ситуацию, даешь какую-то ситуацию, задание, да, и вот это вот, то человек должен сначала увидеть эту ситуацию, а потом уже ложить на таро. То есть вот так вот развивается, кстати, ясновидение. Очень хорошо. Но я говорю, я не понимаю, почему такую делают глубину. Я понимаю, когда изучают руны, что их надо прожить, да, то есть каждый день надо наносить, проживать вот эти руны. Но когда вот именно таро, м-м. На одних раскладах мне бывает плохо. Где мне тут? Плохо, когда карты негативные, едко, конечно. Слушайте, сделайте всегда сброс именно карт, то есть если вы занимаетесь, да, картами, то есть вы знаете, как это сбрасывается. То есть, скорее всего, просто негативная энергетика какая-то просто вошла. А, Наташа, спасибо, моя хорошая. Есть ли данные у меня для работы Таро? Фарида, это надо вас смотреть. Для работы, еще раз повторяюсь, если вы хотите развиваться, все сейчас развиваются, карты можно всегда брать, то есть изучать там вот такое где-то для себя же, опять же, понять их хоть немножко и раскладывайте ради бога. То есть когда начинают запугивать тем, что вы что, нельзя, да не лезьте туда, почему нельзя? То есть, и мне кажется, вот это вот как раз «Не гадай на свою жизнь, иначе прогадаешь» как раз было придумано для того, чтобы не все умели, понимаете, что к кому-то бы обращались тогда. Вот, я думаю, что это только для этого было придумано. Я боюсь карты брать, это не от Бога. Да, что вы говорите? Интересно, тогда легенду, если вы помните, да, как появились вообще Таро? Нет, не помните? Есть такая очень хорошая легенда в Индии, индийская легенда, да, когда цыганин кинули Таро. Было из книги это вырвано, из Библии это вырваны были листы и были кинуты им. Вот так создалось якобы Таро. Карты. Не Таро, а карты именно. То есть по ним могли они тогда предсказывать. Очень красивая легенда. Так, игральными картами можно ли гадать? Можно, еще раз повторюсь, гадать можно, просто не увлекаться. То есть не так, что вы у меня каждый день кидаете себе, что мне на завтрак сделать, какую мне туалетную бумагу купить, понимаете, вот это не надо. То есть не смотрите лишний раз свое будущее. Зачем? Обращайтесь только, если у вас серьезные какие-то конкретные вопросы, если что-то решается, понимаете, как лучше решить. И то, не делайте так, что вот, понимаете, как вот принцип гадания, да, вот как гадалки делают многие, гадалки именно, не тарологи, а именно гадалки, что завтра ты будешь такой, то есть нельзя этого делать, что завтра ты пойдешь туда-то, туда-то. Нет, ни в коем случае. Должно быть право выбора. Надо всегда так, что будет, если ты сделаешь так-то, то есть, или что будет, если ты вот так вот сделаешь, то есть всегда должно быть право выбора. Вот это вот у тарологов. То есть тарологи как раз так и почему отличается гадалка от таролога? Потому что гадалка не дает шанса, а таролог дает на что-то изменить, понимаете, изменения внести в жизнь. Вот поэтому лишний раз, зачем постоянно, вот я говорю, ну, блин, ну действительно будет скучно. И мы дальше. Можно ли трактовать значение карт, не то, что дается пояснений колодам? Я только что, Люба, сказала, что откройте карты, изучайте их сами. То есть какая карта что для вас значит, понимаете? То есть вот это вот надо сделать. То есть у меня, я говорю, у меня значения практически не совпадают с теми значениями, которые там. Потому что когда мне первый раз именно настоящее таро, потому что я на гадальных все равно раньше, ну вот на игральных гадала,
Когда мне Таро подарили, то есть я даже не открывала, я не изучала, я просто достала то, что мне нравится. Посмотрела их, и вот эти значения для меня, они до сих пор. То есть для себя, вот я рассмотрела карты, вот это вот значит, это вот это значит, понимаете, все. Я так до сих пор и работаю. На перевернутых картах, когда вы работаете специально, перетасовываете, чтобы были перевернуты или попадаются, когда собирать. Нет, колода вам всегда приходит, естественно, в правильном положении. То есть прежде чем, чтобы гадать, то есть я вот кручу их просто-напросто. То есть я их выкладываю и вот кручу. Все, потом собираю, начинаю ложить. Когда читаешь карты, могут ли они как-то разговаривать или нам достаточно знать значение? Они разговаривают. Вы понимаете, если просто значение знать, у вас не свяжется даже предложение. То есть не они разговаривают, а разговаривает ваше подсознание. Поймите вы это, не карты разговаривают. Карты не могут разговаривать. Подсознание ваше говорит. Оно связывает у вас то, что вы видите. Так, где мы тут дальше? Блин, у меня тут... Ой, сори, у меня тут, оказывается, остановились эти все. Сори. Так, согласна с вами по праву выбора. Зачастую люди хотят, чтобы для них кто-то все решал. Да, в том-то и дело. То есть достаточно много приходит людей, которые вот именно ждут, что ты им скажешь, что так и так. То есть ты должен сделать вот так вот, и больше у тебя нет никакого выбора. Нет, это неправильно абсолютно. То есть ты должен всегда человеку давать право выбора. Он имеет право на это. Это одно. Второе, ты не можешь на себя брать решение его проблем. Нет, вот это вот, кстати, вот это вот человек должен сам решать свою судьбу, иначе он просто забегается по гадалкам по всем, да, и все. То есть если он проживет впустую свою жизнь, он должен принимать решения сам научиться. Вот это очень важный момент. Так, где мы тут? Можно ли задавать один вопрос несколько раз в день? Зачем? Не надо. Ну для чего? Чтобы каждый раз у вас что-то другое. Да сами просто у вас подсознание скажет, да иди ты. Просто-напросто. Нет, зачем? Как обучиться оракулу и какая разница между Таро? Оракул– это оракул. То есть если вы помните вот эту вот связь, пасьянс, то есть пасьянс был раньше такой, да, то есть сейчас, наверное, нет, сейчас тоже, по-моему, его выпускают. То есть Таро– это Таро, оракул– это оракул, это разные вещи. Кстати, вот это вот мы и даем тоже когда в школе, то есть разница между оракулом и Таро. Разница грандиозная. Приобретая одну колоду карт, тянет на покупку, ой, где мы тут? Покупку других колод. Это и есть магия карт? Нет, это просто вам интересно. Магия, ну, блин, я говорю, вы вот начинаете вот именно обожествлять карты. И это мне совсем не нравится. То есть вы вот купили одну книгу, вы ее прочитали, вам интересно стало, и вы пошли еще купили, правильно ведь? Вот проще смотрите просто на это все. Таро хорошо смотреть при выборе, если не понимаешь, шепот подсознания. Вот, Ира, тоже права ты, то есть абсолютно. Я говорю, это просто связь с вашим подсознанием. Это самая элементарная вещь. Таро может действительно помочь раскрыть подсознание, другие подсказки выдавать во сне. Да, да. Как узнать, что именно эти карты тебе подходят? Ну, потому что, смотрите, вы когда приобретаете карты, то есть вы сначала выбираете. Выбирается так же, как принцип камней, когда выбираешь. То есть вот именно когда камни покупаешь. То есть прошелся, например, если это в магазине. Потому что сейчас в основном все в интернете. Но если это в магазине. То есть прошелся, посмотрел, покрутил в руках, отошел. То есть прошелся опять, то есть зацепляет тебя это или нет. То есть если зацепило, берешь, приходишь домой, да, то есть уже начинаешь с ними где-то там просматривать, работать. Часто бывает такое, что приобретаешь колоду, например, в интернете, вроде бы все красиво, все ясно, приходит, ну, не твоя колода, то есть, ну, не можешь ты с ней работать. Не нравится она тебе, и ты просто откидываешь. Вот берешь следующую, покупаешь, приобретаешь. То есть и там может быть еще такое, что вот период времени какой-то, ты вот прям горишь одними картами, проходит еще период времени, то есть все, у тебя интерес пропал к ним. Следующий приобретаешь. То есть вот так вот делается. Виртуальные карты работают так же? Нет. Так. А вы обучаете? Ну вот как раз у нас сейчас было Ленорман, то есть Ленорман это тоже оракул. Ам, У меня Ленорман именно, да, то есть Ленорман у меня... Одну секунду. А, Блин, извиняюсь, потому что сообщение приходит, я сбиваюсь. Ам, "Голубая сова", классика.
То есть просто классические. У меня есть Ленорман еще, которые такие красивенькие, просто рисунком забыла, что то золотое. Короче, Марчетти его. Но оно такое, знаете, просто яркие картинки, которые, ну, для меня, ну, интересно. Посмотреть картинки и все. Я давно без работы. Какие коды помогают пожить, пожалуйста? Прежде всего начать искать работу. Вот это важно. После покупки карт их нужно подготавливать к работе или можно сразу брать? Я сразу всегда беру и всегда брала сразу. То есть поэтому для меня немного дико, когда начинают там заряжать их. Там, кто я слышал, на кладбище носят таро. Это для меня вообще, это, ну, блин, ерунда полнейшая. То есть можно, если вы хотите, то есть чтобы они, ну, как привыкли, да, чтобы вы привыкли к ним. То есть можете там в руках и поиграться с ними, там посмотреть вот это вот. Но опять же, я говорю, вот всегда сравнивайте карты с ручкой. Понимаете? Вот сравнивайте вот с этим моментом, что вы можете писать, вы вот купили ручку, вы можете сразу ей писать. Одни могут там не писать, их нужно расписать немножко, то есть поработать, да, с ней, с этой ручкой, как говорится. И также с Таро, та же самая система. Карты мне не дают правильные ответы даже на вопросы да или нет. Что с моим подсознанием? Это другое немножко. Это, скорее всего, вы боитесь увидеть то, что вам могут сказать. Где-то стоит блокировка у вас, то есть именно вот этот страх. Вот и все. Очень просто все. Купила ангелариум, просто супер, очень нравится. У меня тоже ангелариум мне подарила Элочка наша, то есть мне тоже они очень нравятся. Там тоже одна карта достаточно, чтобы все рассказать. То есть они очень хороший толчок. Золотые мечты, да, Кать, правильно. Очень хороший толчок дают. Закапывают на кладбище. В том-то и дело, я говорю, то есть я когда это услышала, я была в шоке. Я говорю, вы что, ребят, творите? Ерунда какая. Нужно ли чистить карты после длительного применения? Вы можете скидывать информацию, то есть, ну, чистка, да, это говорят чистить. А на самом деле это скидывание просто информации, которую вы закладываете. То есть если большое количество, например, людей у вас проходит или что-то еще, то есть очищается очень просто, то есть скидывание информации. То есть похлопаем. Смотрите, вот моим картам уже много-много лет. Я вам сейчас покажу еще другую свою колоду. Вот эти вот, да. То есть они у меня уже такие тоже. Постукиванием, скидывание происходит вот этой информации, да, либо вот, как говорят, над свечкой. Но опять же, если подумайте, над свечкой мы тоже, вот, например, если мы чистим руками, да, мы над свечкой, то есть сжигаем, тот же самый принцип, сброс чужой информации. Вот так происходит. Сейчас, где мы тут? Сейчас. Я хотела вам показать сейчас, если я найду сразу эту колоду. Скорее всего, нет, скорее всего, не найду, потому что у меня тут 3 коробки их. То есть там, наверное, в самом низу они лежат. То есть на тех картах вообще, то есть они настолько стертые. Я с теми картами точно такие же, только работала очень далеко давно, то есть очень много, вернее. Там не то, что я не хотела новые покупать, просто я любила их. И так же, как я люблю вот эти вот. У меня там уголочек, например, только синенькая, да, я знаю значение карты. То есть по ощущениям я уже знала, что за карта. Вот и все. Классно у вас худи, у меня обалденный худи, если вы знали, что там сзади у меня вообще. Да, то есть на Таро вышла именно в такой, знаете, интересный. Я вообще, кстати, худи очень люблю. Люблю свободные вещи. Так, вот, мои дорогие, то есть это я вот опять же повторюсь, о чем я хотела с вами поговорить. Это о том, что перестаньте бояться создавать себе страх там, где его не нужно создавать, понимаете? Просто, ну, для чего? Я говорю, вот эта вот паника, когда я хочу, понимаете, вот когда приходят, тебе говорят, я хочу научиться видеть, да, данных у человека там, это редко, очень редко бывает, это 1 на 1000 человек, когда данных нету. Просто у меня на днях была девушка такая, то есть когда вообще вот просто чисто слишком. Хочу научиться. Хорошо, давай, будем медитациями. Ой, это медитация. Я говорю, у нас медитации 4 минуты идут. Нет, я не хочу медитациями. Давай биоэнергетика. Ну, я же не вижу, но это же надо сидеть, это надо не час сидеть, надо работать с этим. Да, надо работать, если ты хочешь открываться. Что потом происходит? Я говорю, давай хорошо, покупай карты, будем работать через карты тогда. Постепенно тебе вот это вот разовьем. Вы что? Карты? Да нет, это же от дьявола. Дорогая моя, ты сидишь напротив меня, экстрасенс. Нас же тоже слугами дьявола называют, блин. Хотя, я говорю, все святые и все вот эти вот, которые там одели, да, они тоже были все ясновидящими. Понимаете? То есть, ну, как вот с человеком работать, если человек не хочет ничего и боится всего? А потом говорят, что вы не умеете учить. А как учить? Через что?
Вот, то есть, короче, ну, до смешного иногда доходит просто, до абсурда даже, не до смешного, а до абсурда. Просто поэтому говорю, если вы решаетесь на какие-то обучения, да, то есть и вот именно с таких вещей, то есть, ну, начните с карт, самое элементарное, это все-таки с карт. Вот так вот. Здравствуйте, можно ли смотреть расклады Таро на Ютубе безвозмездно? Безвозмездно не бывает ничего. То есть тому человеку, который раскладывает вам карт. Почему? Вот смотрите. Который вам раскладывает карты, который отвечает на ваши вопросы, да, люди это не просто так делают. Если вы не рассчитались хотя бы чем-то, потому что сейчас это в ТикТоке очень распространено, кстати, если вы хоть чем-то там, цветочками или чем-то еще не рассчитались, то с вас будет перекачка происходить. То есть, во-первых, не сбудется ничего, если вы оплату не сделали, если там вам что-то рассказали, да, это одно, потому что информацию взяли, информацию забрали, по-простому, да. Вот следующее — это перетягивание вашей энергии, определенных ваших каналов, то есть энергии на себя. Поэтому, в принципе, то есть это очень выгодная вещь. Сидеть там где-то, опять же, повторюсь, в ТикТоке и отвечать на ваши вопросы, вы не оплачиваете, с вас все равно заберут. Вот просто чтобы вы знали. Да, за бесплатно без платят, вот на самом деле, поэтому ничего такого нет. Поэтому, когда я делаю вопрос-ответ, я вам уже говорила, да, хотя бы какая-то там оплата, чтобы вы скидывали, если есть возможность там у вас. То есть либо вообще не задавайте тогда вопросы, потому что это ваши будут проблемы, не мои. Вот. И, кстати, да, у меня сейчас, наверное, полгода назад, я вспомнила сейчас просто эту ситуацию, тоже женщина объявилась, оказывается, я же редко проверяю оплату, да, то есть я, потому что на доверии, то есть я знаю просто, чем это чревато, если оплата не будет происходить за мои консультации, поэтому. То есть, оказывается, не оплатила за консультацию, а потом стала мне наяривать и звонить, почему у нее ничего не получается. А я когда подняла, я говорю: "Так вы же не оплачивали". "Нет, не оплачивали". "А чё это так важно?" Я говорю: "Ну, вообще-то да, это моя работа была". Я говорю: "А может быть, и сбылось бы, да у вас забрали это назад, хуже вам сделали". Вот и все. Так, дальше. Можно ли пользоваться колодой от женщины-таролога, которая уже отошла в мир иной? Почистите ее точно так же, сброс сделайте ее ради бога. Еще раз повторюсь, не отождествляйте Таро с чем-то таким необыкновенным, с чем-то потусторонним, понимаете? Лучше вообще тогда не браться, если вы так думаете. Вот честное слово. Можно ли смотреть на себя свои вопросы? Благодарю. Можно, но чем реже, тем лучше. То есть, плюс, смотрите, то есть у нас вообще у практиков очень хорошая вещь есть. Мы, если что-то хотим посмотреть, мы спрашиваем друг у друга, дашь на дашь. Вот такое вот. То есть мы можем так сделать. Это очень классная вещь, кстати. То есть, поэтому у нас в группах девчонки, когда сидят, то есть вот которые там обучаются чему-то, что тоже происходит, они дашь на дашь делают друг другу. То есть посмотреть то, посмотреть вот это, да. Но если только вот кто-то видит, что человек начинает перепалку перегибать и начинает там, ой, посмотрите вот это, да, сразу идет отрезание, то есть что нет, то есть ты вернись на землю, перестань там витать в каких-то облаках, да, а вот начинай думать головой сначала и действовать, решать свои проблемы, а не то, что там все время погодушки. Так. Почему на один и тот же вопрос, 2 таролога ответили по-разному? А почему вы думаете, что это прописанная истина какая-то? То есть вас смотрят с разных сторон. У каждого практика своя техника работы. То есть, возможно, то есть за это время вы же не одновременно, они у вас двое сидели, то есть и вы у них вопросы эти задавали, а скорее всего прошло какой-то период времени, возможно, небольшой даже. То есть, но вы вот один таролог вам сказал, да, ответ. Понимаете? В это время, то есть вы могли что-то изменить, вам что-то не понравилось там, либо что-то еще, то есть вы могли, потому что мы меняем свою жизнь, мы меняем свою судьбу. Уже даже мыслями своими мы меняем очень сильно. То есть вы либо не поверили ей, пошли к другому там, либо же это может быть еще, что вы просто, ну, таролог. Может быть такой таролог, который не может вам ответить на вопросы, а просто чисто заработком занимается, погодушками. То есть называется просто громко. Вот и все. Поэтому вам сказали то, что вы хотите слышать. Вот тоже может быть такое. Один сказал правду, другой нет. Сейчас, где мы тут? Как понять, что карты играются? Стирается картинка. Начинаешь, когда вот если они не играются, ты просто такое-то, да, то есть у вас подсознание подустает немножко просто. То есть надо просвежиться, остудить свои эмоции там, и потом только продолжать работать. Оракул с цифрами связан? Да. У нас цифры везде, нумерология везде у нас. На личном, сейчас, подожди, общении вы некоторое время назад все
Так, сейчас, подождите. Откровенно о неизвестном. Лилиана, на личном общении вы некоторое время назад все конкретно мне все разъяснили. И только сейчас я понимаю, что вы имели в виду, хотя я уже другого и не помню. Благодарю вас. Я очень рада, что вот, знаете, вот у меня есть проблемы, я это всегда говорю. Ам, я не могу, иногда не могу конкретно сказать, то есть, понимаете, может быть затуманено. Вот так же, как, например, прогнозы, когда я говорю, да. То есть что показывают, то я и называю. Понимаете, то есть и только спустя, когда это начинает как-то происходить, как-то начинает выходить, только потом понимаешь, что, это же вот это было, понимаете, вот в этом все дело. У меня в этом есть проблема, то есть потому что я считаю, раз мне так показали, значит, всем это все понятно. А что это надо разжевать, то есть у меня это редко бывает. Вот просто, вот, ну так информация мне идет. На каких вопросах практиковаться второй, если на себя смотреть нельзя? Просто так. Ульян, лучше всего, я говорю, тогда вступать в какие-то группы, да, где вот вы дашь на дашь будете делать. Вот это классная вещь на самом деле. Расклад по телефону. Я не делаю расклад по телефону, я делаю расклад по видеосвязи. Я не расклады делаю, я просматриваю ситуацию. Понимаете, расклады делают, опять же повторюсь, расклады делают гадалки. А тарологи просматривают, ясновидящие просматривают. Научитесь этому, потому что это вот расклад, вот как вы пишете, да, это немножко так неприятное для нас звучание на самом деле, как ни странно. Лиля, в каком помещении... Мэри, привет, моя хорошая. В каком помещении в квартире нежелательно просматривать? В помещении желательно жилом, в особенности в спальнях. Нежелательно. Опять же, потому что неизвестно, что вы там можете насмотреть, какие у вас эмоции будут, какой сброс энергии будет. Вот поэтому, вот именно, вот я работаю в зале. Кто у меня был на дому, кто у меня на личный приезжает, знают, да, то есть я работаю в зале. Мне этот уголок так нравится, у меня просто выемкой такой, мне он очень нравится, да. Но, например, я там где-то, недели 3 проходит, 2-3 недели, то есть я делаю чистки. То есть, потому что, опять же, очень много людей, очень много опять энергии, да, и плюс очень много, сейчас очень много тяжелых ситуаций, которые надо смотреть. И ты, в конце концов, сам понимаешь, что тебя уже вот эта энергетика начинает давить, что надо чистить. То есть, вообще, конечно, желательно бюро иметь, но не каждый может себе позволить это. Вот так вот. Подписалась на вас. Всем любви, люди, словно любви. Спасибо вам огромное. Как связаться со мной? У меня в шапке профиля стоит номер телефона. А все стоит. Просто посмотрите в шапке профиля в "Ютубе". Просто большая просьба: не звоните мне, пожалуйста, да, то есть только пишите. Потому что я работаю с одного телефона. Я не люблю, у меня было 2 телефона, но не люблю я этого. Блин, я кидаюсь из стороны в сторону. Я такой человек, то есть я вот, понимаете, у меня слабость есть. То есть вот у меня есть одна вещь, и я буду ее любить годами. Понимаете, то есть и мне тяжело привыкать к чему-то к другому, что надо тут сначала на один телефон посмотреть, потом на другой телефон посмотреть. Я это терпеть не могу. Так же, как даже 2 симки. Не люблю я этого, потому что там надо переключать. Да, не мое. Вот у меня вот есть вот WhatsApp, Viber, Telegram, да, с одним моим номером уже много-много лет. Очень много лет. И вот я только там. То есть у меня там родственники и клиенты, у меня там все. Мне там удобно. Вот и все. Вот поэтому, вот то, что я вот на одном телефоне сижу, я работаю с него тоже. И когда вот мне идет звонок, WhatsApp и Telegram еще окей, но когда на Вайбере тебе идет звонок, и кто-то начинает тебе еще параллельно звонить, то есть тогда звук с этим человеком прерывается, вот в этом ерунда вся. Поэтому я всегда прошу, пожалуйста, не звоните, только пишите. На выходных я трубку не беру вообще, то есть я даже не смотрю, что там происходит, так редкий случай, потому что я тоже хочу отдыхать. Вот так вот. Так, все. Сейчас у кого-то семерка мечей — это хитрость. Еще раз повторюсь, Кать, я не смотрю младшие арканы, они мне не нужны. Понимаешь, для меня хитрость в старших арканах хватает. Для меня сексуальности в старших арканах хватает. Для меня извращенные какие-то виды — все в старшем аркане. Все это могу там посмотреть. Они мне младшие не нужны. То есть эти семерки, десятки, все пентакли мне не нужны. У меня все деньги, у меня все тут. В этих несчастных 22 картах. Я очень консервативна, да. Кстати, у меня очень вот, я могу быть такой раскрытой, но вот в вещах, которые мне удобны. Вот я обожаю эту худи, да. Я просто ее обожаю. То есть вот она мне удобна, она мягкая. У меня их несколько штук разного цвета, естественно, да. То есть там, я вечерком бросила, у нас хорошо сушилки есть, если знают, что такое сушилки, потому что многие, оказывается, не знают. То есть, простернула, утром у меня опять уже чистенько. Мне в ней тепло, удобно, и мне хорошо в ней. Все, я работаю, я не люблю вещи, которые там что-то
красивые там сильно, да, то есть, ну, не люблю я красиво. У меня нету вот таких вот вещей, там, пиджаки и все остальное, потому что мне в них неудобно. Я люблю то, чтобы мне было комфортно и удобно. Вот и все. Вот. Понимаете? Я лев по знаку зодиака. Сейчас, подождите, где мы тут? Сейчас я чуть-чуть. Вы смотрите военные ситуации? Нет, сейчас Александра перестала смотреть, так же, как перестала смотреть «Пропавших без вести». Раньше смотрела, была поисковиком, сейчас отказалась полностью. Полностью. Я устала от того, что я вижу. Я не хочу. Я просто не хочу, потому что и у меня тоже есть психика, которая может там сыграть не в ту сторону. Я боюсь уже этого смотреть. Когда ты в начале всего этого начинал, ну, я начинала смотреть все это, то есть там где-то помогать и искать людей, либо жив-мертв, то есть сейчас полностью отказалась, не хочу больше. Это страшно. Если мужчины, когда будут, Рамиль, я уже прочитала ваши комментарии, будут обязательно, постараемся. Сегодня нет, сегодня у нас другие планы, сегодня мы еще снимаем видео, но вот, возможно, завтра выставятся коты для мужчин. Обязательно. Что происходит, когда тебя смотрят против твоей воли? Оль, чувствуешь, во-первых, очень сильно чувствуешь, когда тебя смотрят. Что-то с тобой происходит, такое состояние начинается, что-то не так. Либо вспоминаешь какого-то человека, да, думаешь, что-то здесь не то, да, ни с того ни с сего человек в голову приходит. Следующее– это фантом, который у тебя есть. Кстати, вот на биоэнергетике мы показываем, что такое фантом, и люди видят их. Девчонки знают, кто у нас проходил биоэнергетику, они знают, как они выглядят, фантомы. То есть твой фантом начинает суетиться, паниковать, эта паника передается на твое физическое тело, и у тебя начинается как будто гормональный сброс, выброс такой, да, гормональный. Что-то с тобой не так, да. Навредить, конечно, могут, но только если будут ковыряться, вот серьезно ковыряться, тогда могут навредить. То есть, например, тебе перенести там свою заразу, свой негатив какой-то перенести на тебя тоже могут. Потому что каналы у нас же подключены между собой, это бывает такое. Поэтому лучше всегда иметь защиту. Защиту небольшую, красная ниточка, например, да. Или, как я говорю, лучше всего научиться правильно чиститься. Тогда вообще защиту не надо. Самая лучшая защита– не иметь ее вообще. То есть пошел, почистился, все хорошо, назад отправил, и все счастливы, понимаете, все прекрасно. В следующий раз не полезут. Вот. Как распознать значение карты? Для себя надо. Солнце мое, Ешкина мама, привет, моя хорошая. Надо для себя понять, какое значение, что для тебя значит. Вот как я говорю, я взяла свои карты, то есть и вот для каждой карты для меня имеет мое значение, да. Когда где-то они раскрываются иногда больше. То есть вот я вдруг понимаю, что у меня вот эта вот карта там означает, что человек извращенец, да, но только в таком-то положении с такими-то сочетаниями, понимаете? То есть вот такой, кстати. Последнее время это просто ненормально. То ли все порнухи пересмотрелись, то ли что, но такие вещи иногда видишь. То есть не на картах, да, вот я говорю, карты для поддержания, как говорится. Но когда тебе эта картинками идет, боже мой, это, это вообще... Потом просто думаешь, господи, куда мир катится? Так, а вы замечали, что карты врут, и когда такое случается? Врут нет, врут нет. Бывает ощущение, что не то говорят. Вот так я бы сказала. Потому что, например, вот я посмотрела, да, то есть задали вопрос, я посмотрела, ну, ясновидением, да, пошел такой-то, такой-то ответ. Притом ответ идет сразу. Редко-редко, когда что там затягивание какое-то. То есть потом я смотрю на карты и понимаю, что что-то не так, что они мне не так открываются, то есть что-то я упустила. Понимаете, тогда я пересматриваю. Тогда, например, я понимаю, что у меня здесь идет, работает лучше, я говорю, тогда карты я отодвигаю, говорю, так и так произойти. Ну, может произойти, да, если сделаем то-то, то-то. А карты я тогда отодвигаю. И опять же, это не врут. Это больше вот ты как будто где-то какую-то ситуацию не улавливаешь. То есть не все вот как бы докопался. Кстати, бывает такое, что люди приходят, когда... Есть люди, которые живут в иллюзии. Очень многие. То есть, ну, в эзотерику иллюзию мы не будем затрагивать, это другое совершенно, да. А вот когда, например, вот женщина влюбилась вот по уши, да, там, извиняюсь, полное в то, что она влюбилась, ну, блин, не будем говорить, как это называется, да, здесь, но такое, то есть она его нафантазировала, она уже там чуть ли, они еще там не знакомы толком, она уже там свадебное платье приготовила. И она мне так, например, рассказывает, что у них такая любовь и все остальное. Ты сидишь и думаешь, блин, почему такая пустота, почему вообще нету ничего, просто пусто, да? То есть это люди, вот есть такие, которые действительно фантазируют, то есть иллюзии этой живут, то есть они себе придумывают и верят в эту иллюзию, самое смешное.
То есть и когда к тебе приходят и начинают эту иллюзию рассказывать, ты понимаешь, что, блин, то ли ты не видишь, то ли, я не знаю, церковный праздник, как я это называю, да, какой-то, что виделка не работает. Что происходит вообще? И тогда надо будет ковыряться. Тогда понимаешь, и просто ей говоришь: "Слушай, а вы вообще знакомы?" "Ну да, мы виделись, ну там мой коллега, ну, коллега по работе вот такой, да". Ну, я говорю: "Блин, так у вас же нет ничего еще". "Ну нет, но оно же будет". Вот понимаете, вот с уверенностью с этой даже. То есть там всяких заморочек хватает. Нет, по военной ситуации я больше, кстати, ой, Саша, извини, я уже смотрела этот, так. Я очень консервативна в этом смысле, да, в каких-то там вещах таких. Мне надо, чтобы мне было удобно, я всегда это говорю. Так, ну, где найти такие группы? Ну, вот у нас группы есть, да, но это у нас после вебинаров, либо после каких-то этих мы делаем. Нет, я не июльская, я августовская. Сейчас, ой, опять проскочила. Сейчас мы хорошие. Можно ли расплачиваться продуктами? Если у вас есть такая договоренность, ради бога, да, расплачиваться продуктами. Но смотрите, любая расплата должна быть такая, чтобы вот именно мастеру было неплохо и вам, скажем так, неплохо было, да. То есть, например, тоже привожу все примерами, чтобы было проще всегда. У меня цена не дешевая, я это знаю, но я и не поднимаю, уже много лет у меня эта цена стоит. А, Потому что я знаю, что я там еще заплачу налог, да, то есть я с этих денег получу там 30 евро всего лишь, потому что все остальное у меня идет в налоговую, это одно. Окей. Следующее, то есть я понимаю, что человек, который эм, хочет что-то узнать, вот хочет где-то какие-то вопросы решить, да, то он придет на самом деле их решать, и они будут решены. Вот это вот. И я еще знаю, что когда ставишь, вот люди не ценят дешевый труд. Чтобы вы знали. Я поэтому всем говорю, не только с картами связано, кто начинает свой бизнес, там кто-то что-то делает именно руками своими. Я говорю, не делайте дешевку, потому что у человека есть, я просто по себе это помню. То есть когда у меня стоимость была там 40 евро, да, там за час, то есть меня задолбали просто-напросто. То есть звонили днем и ночью и по каждому пустяку, по каждой мелочи. Просто. А когда к тебе идут сейчас, то есть уже четко составленные вопросы, есть конкретика. Понимаете, люди обдумали, да, все это. Они просто с бухты-барахты приходят, а обдумали. И не просто посмотреть на меня, а действительно что-то решить. Вот это вот. Поэтому я всегда говорю, ставьте такую. То есть продукты – это одно, но опять же продуктами. Когда я начала ставить конкретную цену, тоже вам скажу. Когда ко мне человек пришел, с которым я поработала целый час, и который подарил мне тарелку за 5 евро. Понимаете? То есть вот, потому что я говорю: "Ну, что дашь, то дашь". Я вот такое говорила. Вы меня извините. Тогда я подумала, а я столько там действительно очень тяжело было. То есть ситуация была очень тяжелая, надо было разбираться, ковыряться, там такое было. После этого сказала: "Так, мои дорогие, хватит". То есть я потом же, мне же надо как-то еще рассчитываться там с налоговой за все это. У меня же все это официально идет. То есть это, я пойду тарелку им отнесу? Ну, это смешно. Вот, то есть это вот к этому. Плюс следующее, вот когда тоже меня начинают там упрекать, почему вы деньги берете. Дорогие мои, давайте вернемся в то время, когда деньги не брали, а брали продукты. Во-первых, были другое качество денег было. То есть в основном у нас же в селах вот сидели бабульки, которые там гадали, да, раскрывали что-то, вот это вот все. Денег так не было. Это одно. Второе, продукт ценился больше. На самом деле. То есть и ты вез туда там сало, там, я не знаю, там консервы какие-то, консерванты, да, вот это все везлось, в большом количестве всегда везлось. То есть там картошка то же самое. Но была возможность именно этим рассчитываться. Потому что, опять же, повторюсь, с деньгами была другая ситуация. А сейчас, вот когда мне говорят: "Ну, давайте мы вам что-нибудь привезем". Вы меня, извините, отрез на платье, чтобы я сарафан себе шила. Зачем? Ну, тоже, ну, это смешно немножко. Самая легкая, вот на данный момент, самая легкая энергия – это энергия денег, потому что она сейчас, энергия денег, она проще всего добывается. Вот так вот. И опять же, вот когда чем-то дарят, да, вот там приносят тебе, окей, это когда это просто подарок. Я люблю очень подарочки, честно. Девчонки мои знают, они мне все время то ли присылают, то дарят, то есть и знают мои слабости какие-то, то есть и все это мне шлется. Я люблю подарочки. Но когда с тобой за работу рассчитываются, вот здесь немного по-другому я смотрю, потому что все равно работа должна быть зарплатой. То есть ты должен заработать именно деньгами.
Так, даже когда говорят, кто-то про тебя уже чувствует. Свет, ну так и есть. То есть, ну, я тоже постоянно, меня начинают тут, я руки вижу, когда меня начинают просматривать, я вижу, какие люди, я слышу, что они говорят в это время. Ну, понимаете, ну, немножко сбивает, когда ты работаешь, и тут начинается, да, тебя просматривают, ковыряются. Ой, блин. Самое смешное, что люди не понимают этого, что вот может же, понимаете, если, ну, вот если ты работаешь с этим, и ты это четко видишь, и тебя начинают просматривать, ты же можешь сработать на другое, ты можешь просто шибануть назад. То есть этого достаточно. А потом будут говорить, что ты, ой, боже мой, ты ведьма, там еще что-то, да, посмотри, да, что у нее там. А ты просто назад это кинул, чтобы не лезли лишний раз. Вот и все. Где мы тут дальше? Тяжелое начало недели. Сейчас. Кстати, сейчас закругляться уже будем, да, потому что вообще-то я хотела так на полчасика выйти. Как проводить чистку? Где её можно посмотреть? Самые простые чистки есть вообще везде. То есть у меня есть тоже именно такое чистка дома, чистка квартиры. Самые простые у нас что? Душ с солью. Это самое простое, первая скорая помощь, как я называю, да. Вот это вот, что там, откатки, отливки, все что угодно. То есть вот эти бабкины способы тоже действуют. Я тоже до сих пор ими работаю очень часто. Кстати, воск очень хорошо срабатывает. Но главное, чтобы чистый был. То есть все это можно делать. А у вас на личной консультации можно задавать вопросы еще о других людях? Конечно, конечно, можно. То есть у меня же спрашивают, например, там, куда сыну пойти учиться, да, то есть давайте посмотрим вот это вот такие вещи, конечно, спрашивают. Обязательно. Только если начинают, когда лезть куда-то, вот там, да, как исправить там, что я не хочу, чтобы у меня такая сноха была, то тут у меня закрытая тема. Нет. То есть, а так вот по просьбе чьим-то, вот сегодня у меня была женщина, которая по подругам спрашивала, потому что они просили, то есть вот такое вот делается. Мне главное, чтобы были даты рождения обязательно, фотографии мне не нужны, и имена от рождения, все. С фотографией я не работаю вообще. Так, можно узнать стоимость. Мил, напишите мне просто в личный этот, на телефон, Вайбер, WhatsApp, напишите. Я скину, там вся информация. Почему я здесь это? Потому что там вся информация, там подробно написано. Там 20 минут, там 40 минут, это одно. Как проходит консультация, вот эти подробности все есть. Будем красной икрой брать. Да. Может человек со способностями читать карты без теории? Конечно, конечно, даже не можно, а нужно. Вот это самый будет оптимальный вариант. Не по теме карт. Все же сегодня шла с магазина, на перекрестке лежали серебряные четки. Это порча или потеряли? Вообще не трогайте. Человек захочет, под ней придет, вернется, возьмет. Если это не каких-то скиды, перекиды. Если хочешь попасть в вашу группу, то надо сперва пройти вебинар. Да, то есть хотя бы медитацию. То есть, потому что там же идет присоединение потом. Где мы тут? Ой, пропустила. По каким критериям вы набираете учеников? Нету критерий. Если вы захотели чему-то учиться, вы просто идете учиться. Все, критерий нет никаких. Отборочных туров нет никаких точно. Так что сейчас, мои хорошие. Так, Ирусик, спасибо, моя хорошая. Разговаривала с одним человеком, он говорит, видит тонкий план, помнит свои прошлые жизни, а когда спросила, кто ваш учитель, он сказал, что его нет. Может быть такой: да, да, да. А зачем учитель нужен? Тоже не советую именно учителей, когда у меня говорят там, вот я ищу своего учителя, да, я ищу своего наставника, понимаете? Нужно искать не учителя и наставника, а нужно искать человека, который будет подсказывать. Потому что учитель, он вас будет давать вам теорию, которая вот именно его теория, но не ваша. Понимаете, то же самое с наставником, да, то есть та же самая система. То есть вам будут давать информацию, которая вот именно в человеке, в другом, но опять же не ваша. У нас у всех есть подключка, хорошая подключка к информационному полю, у нас есть подключка к родовым, у вас есть знания свои, очень глубокие. Вот задача вот именно людей, там, подсказчиков, скажем, ваша задача вытащить все это прежде всего. Понимаете, это постепенно происходит, да, и прислушаться, например, когда вам что-то рассказывают, вот, например, говорят, прислушаться, сравнить с собой и научиться вашу информацию выводить. Понимаете, то есть вот это выводить, потому что одинаковых эзотериков нет вообще, у всех свое есть.
какие-то добавления, какие-то наработки, какие-то вековые наработки, то есть у всех свое. Вот в этом все дело. То есть поэтому никогда не ищите учителя либо гуру. Это для меня вообще, когда говорят гуру. Не надо восторгаться человеком. Это человек прежде всего. Вот, а все остальное лежит в вас. Вы точно такая же частица Бога, то есть вот эта искра Божья, как говорится, точно такая же. У вас точно такие же есть там наработки, я говорю, которые родовые ваши, и все это у вас внутри. Просто надо научиться это вытаскивать. Подсказывать вам кто-то может, где-то там направить, например, если вы что-то понимаете, что что-то там не разбираетесь, направить, подсказать, да, вот такое сказать «да». Но никогда не зубрите информацию, которую вам дают. Научитесь сами разбираться. Вот так вот. Просто начала заниматься, обучаться в группе магии эзотерики. Мне было интересно, в какой-то момент перестало интересно. Это что такое? Это вполне нормально, абсолютно. Есть люди, которые могут очень зубрить и очень вот именно там уходить туда глубоко. А есть люди, которые только зерно надо взял и пошел дальше, следующую информацию брать. То есть вот именно вот так вот. И очень часто это бывает у родовых, у двурушников. То есть когда человек взял одну информацию, с одним поработал, другую информацию, третью, то есть как бы он за счет этого восстанавливает свои прошлые, вот именно какие-то там вещи, там воплощения и все остальное, то есть свою информацию как бы набирает. Но все, что надо, необходимо, он берет. Надоело, вот я всегда говорю, вы когда учитесь, да, чему-то там, чего обучаетесь, надоело вам вот эту вот книжку читать, возьмите другую, отвлеките себя. Почитайте эту. Захотели, вернулись к этому опять, к первоначальному. Понимаете? То есть делайте так. Потому что просто чисто вот зазубривать — это не то это все. Скажите, пожалуйста, четверговую соль делаю только на чистый четверг, только на чистый четверг. Так, все, мы, так я понимаю, уже начинается, тут уже по семьям начинается, поэтому давайте-ка, наверное, закругляться. Где мы тут? Насчет оплаты. Говорят, ну это же дар от Бога. У Пугачевой тоже дар от Бога, но она же не поет бесплатно. Любой труд должен быть оплачен. Молодец. Так, Хельга. О, привет, моя хорошая. Блин, я дурында, где ты тут у меня? Смотрела расклад Таро в YouTube, думала просто убить время, а теперь мне прыщи на лице по делу мне. Ну, может, это не с этим связано, что ты сразу на такое переходишь. Да. С помощью Таро можно чиститься. Чиститься можно с чем угодно, как говорится. Главное придумать, как это сделать. Вот и все. Ich würde sehr gern, где-то у меня тут, вот, gerne in eure Gruppe betreten. Визолих таз. Посмотри, Ирусик, еще раз повторюсь, то есть здесь надо действительно, вам надо куда-то, вы должны определиться, потому что у нас тут много разных там вещей, да, например, на ту же самую биоэнергетику, тогда вы попадаете в эту группу. Но вот, ну, основная группа это не группа даже, а это именно вот телеграм-канал у меня есть, да, а потом уже у меня девчонки, которые в разных группах, например, мы соединяем в одну большую, где могут общаться, там еще у меня очень много групп. То есть вот такое вот, но все равно надо понять, просто прийти туда, вот так, у нас такого нету, то есть вот клуб по этим у нас нету, то есть надо хотя бы определиться, куда вы хотите. Я не астролог, Рамиль, я не астролог. Вообще, кстати, вот меня сейчас, я просто вспомнила, вы сейчас напомнили. Когда меня спрашивают, по какому я гороскопу смотрю, ведическому или западному, ребят, я не смотрю по гороскопу, я не астролог, еще раз повторюсь, потому что. Почему я называю знаки зодиака? Потому что все так привыкли, всем удобно, что ты лев, что ты весы, это самое, да, то есть объяснять как-то так проще всего. Но я не делаю каких-то натальных карт, чтобы вы знали, да, то есть у меня этого вообще нету. С астрологией ничего общего, это не мое. Там надо учиться, понимаете? А я не люблю вот так учиться, то есть я не люблю зубрить. У меня должно само все идти. И мне должно это нравиться. Я попыталась когда-то очень много лет назад, там 20 лет назад, там, короче, попыталась астрологию все-таки заняться. Нет. Ну все, не лежит у меня душа к этому. Хиромантия, я знаю ее, потому что я ее с детства, мне всегда было интересно, да, то есть я с 12 лет хиромантию изучала, то есть до сих пор еще каждый раз что-то новое для себя открываю. Но опять же, я не сижу и не учу, и не смотрю всем руки, нет, и не так у меня работает, по-другому совершенно. Но учиться надо, кстати, всю жизнь. И еще просто совет дам. Чем больше вы учитесь, чем больше мудрости вы берете, тем молодее вы становитесь. Вот так вот. Так, все, давайте, наверное, мои хорошие, закругляться на этом уже. Да, мы час уже посидели, хотела всего ничего. Увидимся обязательно на этой неделе. Еще раз, кстати, 17-го, повторюсь, у нас вебинарчик, то есть вебинарчик по убиранию крадников, то есть это
Медитация, не вебинар, это медитация больше. То есть вот это будем немножко так работать с этим моментом. Потому что что-то у нас сейчас стало всплывать, вот эта вот вся магия, которая, в принципе, я думала, что она уходит уже на задний план, и люди начинают осознанно работать. Нет, все равно пытаются свечками, все равно пытаются фиячить, какие-то обряды делать, насмотрятся еще всякой ерунды в интернете вообще. А потом думаешь, боже мой, что вы что творите, ребята, вот такой грязи понахватались, мало не покажется. Вот, это к этому. Все, закругляемся, иначе я еще буду болтать. Давайте, всем хорошего вечера, увидимся обязательно на этой неделе еще. А, кстати, на этой неделе в субботу будет у нас эфир с Леной Давидюк, с врачом, да, чтобы вы знали. Но он будет в Инстаграме, просто потом с переносом в YouTube опять. Вот тоже, чтобы вы это знали. Ну все, мои хорошие. Всем хорошего вечера, чтобы у вас все получалось, чтобы были спокойнее, не обожествляли все, что вам не надо, те же самые карты или что-то. И когда изучаете их, изучайте свое, давайте значение картам свое, понимаете? Тогда у вас и будет работать 100%. Вот и все. Все, мои хорошие. Хорошего вечера. До свидания.